Всем привет! Сегодня мы будем видео снимать, наносить декоративную штукатурку такой, какой ее видит нейросеть. Значит, есть такая нейросеть, это мне дети показали, которая создает картины, море, небо, там радуга. И декоративную штукатурку, ну, то есть ей там пишешь запрос, создать такое-то, такое-то, и она создает, и вот такое она, вот что мы сейчас будем наносить, вот так вот нейросеть видит декоративную штукатурку. А еще, прежде чем наносить начнем, мы с вами последние носители русского языка. Такие фразы она не понимает. Вот, например, вот кто конь в пальто? И вот ее просишь создать коня в пальто. Вот конь в пальто, смотрите фото. Или, например, дед Пихто. Вот фото, что она создала, дед Пихто. И бабка с пистолетом, кстати. И у нас очень много, но в наше время, может быть, кто-то не знает, но вот у меня много в голове таких фраз, когда еще родители говорили, вот типа дед Пихто, или по кочану и по капусте. Вот такие вот фразы. Накидайте в комментариях свои фразы, варианты. Какие есть варианты вот этих вот фраз, которые, например, конь в пальто. Что означает конь в пальто? Это же не напрямую вот этот вот конь в пальто. Это значит, ну блин, не твое дело, ты задаешь лишние вопросы, да? Ну то есть не интересуйся тем, что тебе не положено. Ну то есть вот одна такая фраза означает какой-то определенный ответ. Накидайте свои варианты, а мы попробуем посоздавать их, что видит нейросеть. В общем, мы с вами носители древнерусского языка, который нейросеть не понимает. И если мы будем ей накидывать варианты, у нее, наверное, мозг взорвется. Давайте попробуем нанести то, что она нам предложила. Я предполагаю, что нам нужна штукатурка пастообразная и достаточно густая, чтобы она не стекала. Потому что бывают такие жидкие, стекание произойдет. Нам нужна густая. И мы на небольшом образце будем наносить. Во-первых, ну скажем так, не всем этот образец понравится, а кому-то и понравится, потому что люди же любят 3D панели, ну то есть какие-то вот эти, он как барельеф смотрится, возможно. Кому-то и понравится, ну на маленьком образце будем наносить. Очень муторно будет на большом, долго, то есть если кто-то решит для себя на акцентной стене наносить эту штукатурку, то имейте в виду, что это будет долго. Наносим первый слой тоненький, можно использовать кварцгрунт предварительно. Стену особо подготавливать не нужно, расход все равно у вас будет большой. То есть в данном случае будет высокий расход штукатурки. Мы даже не говорим, что это будет 2 килограмма, это будет больше гораздо. Первый слой мы наносим для того, чтобы фактура лучше сцеплялась. Но мне кажется, по сырому будет легче, чем вот на сухую стену, потому что, ну, такой объем. Нанесли. Дальше мы будем использовать пакет. А я еще давайте сделаем так. Добавим немножко колера, не промешанного в штукатурку, прямо в ведро. Вот я сейчас налью. То есть немного колера возьмем и нальем прямо в ведро, и не будем ее промешивать. Ну, попробуем. И теперь вот эту не промешанную мы сложим в пакет. Я уже его пробовала. То есть уголочек у пакета обрезали. И вот сюда складываем штукатурку в пакетик. Все уже поняли, что мы будем делать. Вот так положим сюда. Вот так. И вот таким вот образом можно немножко замотать, завернуть. Ой, что мы сейчас будем делать? Какую только ерунду ведь мы не делаем. И мы будем всяко-всяко хаотично вот так вот. Вот так вот. Создавать фактуру. А почему бы и нет? Можно даже в двухслойное нанесение делать. Дырочку поменьше.
Теперь все понимают, да, почему мы штукатурку выбирали фактурную, плотную, потому что стечет, а густая не стечет. И мы вот такими вот, ну куда-то еще вот такой мазок, лишний, наверное, был он уже. Смотри, какой большой расход. Ну, правда, нейросеть видит ее однотонной, но мы с вами делаем ее разноцветной. И закончилось. Мы брали 2 шпателя. Интересно, стечет или не стечет? Я думаю, нет. Еще накладываем штукатурку. Туда же в пакет. Ну, есть еще специальные инструменты, да. Я знаю, что сейчас напишут, что можно было бы использовать. Можно было бы, но мы не используем. Складываем в пакетик и наносим. О, какой большой. Ну, в принципе, не так уж это и долго, но муторно достаточно. Еще ведь надо подловить вот эту толщину, чтобы... Может быть, надо поменьше было дырочки сделать. И руками вот так вот вводим. Червяки такие. Знаете, мне медузу напоминают. Такая, знаете, на голове-то у нее были волосы. Ну, вот так вот видит она штукатурку у нас. Еще накладываем. Очень долго это будет сохнуть. Я думаю, мы с вами даже не будем ждать этого высыхания. А может и покажем потом, где-то в пост выложим фото. Я сейчас, наверное, возьму новый пакет и сделаю дырочку поменьше, чтобы на втором участке поменьше слой был. Сейчас еще один пакетик возьму. Чуть поменьше сделали дырочку и попробуем. Вот поменьше-то, видите, и может быть интереснее быть. А может быть и нет. Пакетик должен быть плотненький. У меня вот он рвется сейчас. Вот этот, тот не рвался, черный. Почти что все. Здесь красивее, здесь крупнее, красивее, и они такие более логичные какие-то, что ли. А здесь уже черти что. Ну, я думаю, что смысл-то понятен, как создать барельеф на стене, чтобы получилось нечто. Голова медузы, да? Давайте так это будет. Или мозг, взорвался мозг. Подождем высыхания и где-то в ближайший пост опубликуем фото итоговое. Я думаю, что в данном случае уже дальше показывать нет смысла. Это все высохнет, оно никуда не упадет, не денется. Покрывать лаком это закреплять, я думаю, только через краскопульт или пульверизатор, да? Ну, то есть, чтобы проникало. Кистью-то вы замучаетесь покрывать, он такой достаточно объемный. И после высыхания почистить все вот эти вот, можно и не после, можно сразу. То есть почистить вот так краешки.
Можно, наверное, поправить некоторые моменты с помощью кисточки. Вот так. Смотрите, где-то что-то поправить можно, пока сырое. Вот так. Ну и все. Всем спасибо, что смотрите нас. Пишите комментарии вот на это чудо. Мы будем рады. Всем пока.